Здравствуйте. У нас много видео на канале, как выполнять парковки, однако все равно люди забывают. Все видео, которые есть на канале, они рабочие, но немножко, может быть, по разным способам сделаны. Вот сейчас я предлагаю универсальный способ. Запоминайте по шагам, как это делать. Вот впереди у нас парковочное место для постановки автомобиля параллельно к краю проезжей части с использованием передачи заднего хода или параллельная парковка. Здесь нет слова поворота на 90 градусов. Подъезжаем к этой зоне. Если мы стояли, вот так вот, допустим, ждали очереди, то сначала включаем левый поворотник. Вот он у нас здесь моргает. Потом мы трогаемся, выезжаем, выравниваемся, сразу включаем правый поворотник и ищем место остановки. Пока мы так медленно проезжаем, по правому зеркалу видно расстояние, на котором мы проезжаем мимо площадки. Наша задача остановиться задними колесами напротив края этой площадки примерно на таком расстоянии. Значит, как это делается? Либо вот когда мы здесь, от нашей головы, заднее колесо примерно на 1,5 метрах. То есть, либо мы проезжаем вперед навскидку 1,5 метра, либо смотрим по зеркалам, кому как удобно, чтобы у нас задние колеса остановились примерно на уровне этой, значит, заднего начала площадки или крайнего конуса, если он там будет. Поворотник выключаем, руль крутим до конца направо. Включаем заднюю передачу. Левой рукой неудобно. Включили заднюю передачу, смотрим за безопасностью. У нас левый край машины будет вылезать налево, поэтому мы смотрим за безопасностью и начинаем двигаться назад, если все нормально. Двигаемся назад до тех пор, пока у нас с левой стороны не покажется дальний угол площадки. Вот здесь первый конус появился, и вот сейчас появляется второй. Это направление захода на парковку параллельную. Ставим руль ровно. Раз галочка кверху, два галочка кверху. Едем назад, заглубляемся. Но нам надо заглубиться так, чтобы заднее левое колесо встало на уровне начала площадки. Ну, где-то вот так вот примерно это будет выглядеть, если мы смотрим по зеркалу. Если мы смотрим по правому краю, ну, где-то вот так вот. У кого как. Дальше руль до конца налево. В упор руль не держим, потому что иначе перегреется усилитель. И дальше контроль на правый борт и смотрим, чтобы у нас машина зашла параллельно краю проезжей части, ну, чтобы борт был выровнен. И останавливаемся. После того, как мы остановились, сначала убедимся, что машина стоит за краем площадки, то есть в начало, и только после этого выключаем заднюю передачу. Если что не так, у нас есть вторая попытка, еще раз выехать можно, заехать, либо маневрировать внутри. Выезд с парковки. Левый поворотник, он у нас там горит, убедились, что он горит на панели приборов, как обычно, первую передачу и поехали. Руль не крутим, чтобы у нас машина вышла по той же траектории. Дальше надо распрямиться, и дальше мы уже едем туда, куда нам сказали. Сейчас мы едем на бокс. Еще один универсальный способ выполнения этого упражнения. Почему универсальный? Потому что он корректирует все возможные ошибки, и в любом случае с первого раза при таких заходах можно выполнить. Подъезжаем к боксу на таком же расстоянии по безопасности. То есть, это половина открытой двери или полностью открытая дверь. Сантиметров 70 до края площадки. Включаем правый сигнал поворота. Едем так, чтобы у нас голова остановилась, или в середине машины, на середине бокса. Примерно это вот так выглядит. Остановились, включаем левый сигнал поворота, руль до конца налево. Смотрим за безопасностью, чтобы нам никому не помешать. Причем здесь надо смотреть в обе стороны. Мы стоим достаточно далеко от края проезжей части. Кто-нибудь может нас объезжать и справа, и слева. Поэтому на безопасность особое внимание. Двигаемся вперед, а сами смотрим, куда у нас смотрит зад. Вернее, не зад, а правый борт. Вот он должен смотреть примерно в середину гаража, в середину этого бокса. Если мы проедем дальше, ничего страшного. То есть, внутрь бокса он должен смотреть обязательно. Так, остановились, перекручиваем руль до конца, получается 4 оборота от упора до упора. Опять же, включаем заднюю передачу, давайте я лучше сделаю это правой рукой, чтобы было попроще. Внимание на правый борт. Наша задача прижать правый борт так, чтобы у нас она зашла в бокс, достаточно близко, там 20-30 сантиметров.
Когда машина заходит задними колесами на уровень начала бокса, обязательно посмотреть в левое зеркало, убедиться, что машина заходит. После этого мы смотрим по любой стороне, но желательно по той, которая ближе прижимается. Доводим до параллельного положения, ставим руль ровно. Раз оборот, два оборота. Двигаемся назад и ищем место остановки. Ну, тут каждый по-своему. У кого-то есть метки, у кого-то так интуитивно. Самое простое, вот у нас передний конус, и вон там задний конус, или край площадки. Наша голова должна находиться примерно посередине, от края до края площадки. Все, упражнение выполнено. Убедились, что стоим правильно, выключаем после этого передачу, говорим, что упражнение выполнено. Дальше инспектор нам дает следующее задание. Ну, допустим, это задание будет выехать из бокса. Значит, не забываем, что при каждом движении вперед нужно включать поворотник. А какой, левый или правый? Если едем прямо или налево, то это всегда левый. Если едем направо, значит будет правый. Ну, пусть мы будем выезжать направо. Это тоже важно. Поскольку у нас задние колеса смещаются к центру поворота, мы сначала должны проехать вперед, не крутя руль, примерно до уровня начала бокса. Ну, вот где-то вот так вот, если смотреть назад. Вот, то после этого уже можем крутить руль, и тогда у нас заднее колесо обогнет конус и не сшибет его. Вот в целом и все. Смотрите видео, учитесь. До свидания.